Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз карты. Но я так надеюсь, что мы с вами, первое, приятно проведем время и какие-то подсказки, какой-то инсайт вы все равно получите. У нас две колоды, Таро иллюминатов и как раз метафорические карты 78 дверей. Давайте узнаем. Может быть, когда смотришь на образы карт, ведь каждый из нас все равно какую-то ситуацию обдумывает свою. И просчитать что-то, может быть, на пару шагов вперед. Или проиграть мысленно тот или иной вопрос. Если я поступлю вот таким образом, как это получится? А вот так и получится. Не закрывайтесь, мои дорогие, не погружайте словно свое сердце в ледяной панцирь. Не думайте, что какая-то прежняя со знаком минус история теперь навсегда и будет бесконечно повторяться. Какой-то прежний отрицательный опыт не переносите в свою жизнь на сентябрь конкретно. Это может, кстати, карта говорить о том, что люди словно из прошлого или какая-то обстановка нам как дежавю о себе может напомнить. Ну, так это значит, в любом случае мы уже умные или опытные. Мы не совершим повторно какой-то ошибки. У нас сильная будет достаточно позиция, потому что по тройке мечей это когда-то нас ранило, а теперь нас это уже не ранит. И поэтому мы смотрим так несколько, знаете, с отстраненным холодом, здоровым равнодушием на какую-то ситуацию. Ну, давайте посмотрим, что на сентябрь, как видят карты. Первая карта у нас будет важное событие или оценка месяца. Неожиданное событие, вторая карта. Давайте узнаем. Или неожиданность. Что нас будет радовать, радостное событие? Или что нам будет помогать? И мы достанем три карты по основным сферам жизни, посмотрим энергии дела, работа, бизнес. Что по финансам в целом на месяц. И, как видят карты, личную жизнь. После мы откроем карты на колоде 78 дверей и узнаем, какие двери будут перед нами открыты или что я смогу осуществить в сентябре месяце. Итак, давайте будем знать, что же важное событие. А вы знаете, семерка нам выпадает, а 7 это по нумерологии всегда карта статики. То есть, в принципе, нет какой-то динамики быстрой. Какие-то вопросы могут не решиться в течение сентября. Или мы можем где-то так одеть розовые очки и расслабиться. Хотя часто, сколько ты не убыстряйся где-то, ну, наверное, вряд ли ты что-либо ускоришь. По семерке кубков всегда проходит та ситуация, которая словно следует за какой-то победой, за каким-то успехом, или как минимум мы решили какие-то вопросы. И вот нам теперь совершенно необходимо остановиться, условно говоря, так образно, чтобы совершить какую-то перезагрузку. Что дальше? Мы словно на выборе, не совсем тут, конечно, развилка судьбы. У нас тут 7 кубков, да? Почему карта и называется иллюзорного успеха? Мы должны правильно что-то просчитать на будущее. Ну да, где-то не проблагодушествовать. Эта карта тоже об этом говорит. Более рационально подойти к решению какого-то вопроса. Что-то вы не сможете ускорить, мои дорогие тельцы. Давайте мы посмотрим неожиданные события. Ну, есть какой-то, да, правда, еще раз нам выпадает эта карта, тройка мечей. Видимо, какая-то история из прошлого, может быть, до конца в чем-то не поставлена точка. Или есть какой-то момент разочарования или напоминания себе. Нас что-то может словно выбить из колеи. Хотя, повторяюсь, не относитесь, наверное, к этому слишком серьезно к чему-то. Хотя могу и предположить, что с учетом семерки кубков для вас сейчас позитивный как раз период. Или что-то у вас прежде решилось очень со знаком плюс. Не бывает никогда все время, знаете, как
в гору дела. Вот плюс или все лучше и лучше. Обязательно наступает тот момент, когда мы словно вынуждены остановиться, подвести итоги. И как бы мы ни хотели, ну, видимо, есть какой-то, как в нашей жизни бывает радость, так есть в нашей жизни и разочарование. И здесь о себе что-то может напомнить. Или какая-то история, что-то мы здесь как будто не решили. Давайте мы посмотрим, что нас будет радовать. Радовать нас будет тот момент, если мы по 8 мечей, как ни странно, да, но что выпало, то выпало. Так вот, 8 мечей – это то, чего нет. Нам показана девушка, которая себя, как ей так кажется, она словно за забором себя чувствует, изоляция какой-то чувствует. Чувствует, что она чего-то не может осуществить, как будто связаны руки, да, вот, хотя реально-то ей ничего не угрожает, и на самом деле вот это только в ее мышлении, где-то веревки эти, они ее абсолютно не сковывают, да и забора-то как такового нет. По 8 мечей у нас идет один совет: не мешайте себе. То есть много мыслей у вас каких-то будет, мои дорогие тельцы. Это достаточно странно, потому что как будто одна есть ситуация, и мы словно мысленно в ней можем застрять. Реально нам ничего не мешает, нам ничего не угрожает. Либо мы думали, что как-то по-другому будут развиваться события, а в сентябре, значит, будут какие-то либо новости, либо обстоятельства, когда отчасти нас словно пространство где-то вернет в прошлое, а надо сказать, в сентябре у нас как раз будет выход из всех ретроградностей. И хотим мы или нет, мы будем какие-то заключительные аккорды в прошлом как будто ставить или расставлять в своей жизни что-то по местам, неизбежно от чего-то отказываться. И у вас это может касаться как какой-то личной истории или еще какой-то истории, которая оставила в вашей душе, словно, знаете, такой груз, как камень, да, вот мы говорим камень на душе. И вот от этого всего балласта вам просто нужно избавиться. Выйти вот из этой всей ретроградности вам предстоит, мои дорогие тельцы. Нам всем предстоит, но, видимо, для вас может быть как-то особенно ощутимо это может быть. Итак, давайте посмотрим, что по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Да прекрасно вообще все. И в делах, и в работе, и в бизнесе, и в деньги в рост. И когда мы все контролируем сами, 9 пентаклей, деньги будут, все ваши планы будут осуществимы практически. Пусть даже нам на дела. Документы вы оформите, все у вас как-то идет своим чередом. И ваш контроль, это ведь немаловажно, все в ваших силах, а главное, это карта реализации, самореализация, когда мы собой довольны. Но достаточно бледное лицо у героини этой карты, и поэтому мало эмоций как будто. Может быть от того, что есть то, что нас не устраивает, хотя реально в делах прогресс. Но карта нам еще говорит, сразу деньги не тратим. Видимо, это будет для вас актуально. Но вообще успешно удачный период на сентябрь по делам. Что у нас по финансам? Дважды удачный, успешный заработок. Конкретно чья-то может быть помощь. Это карта мецената. Для тех из вас, кто, допустим, люди творческие, или у вас вы занимаетесь чем-то, может быть, как свое ремесло или свой бизнес. Ну, тут можно найти человека, который, к примеру, да, если мы говорим про ремесло, которому будете интересны вы, и будет, может быть, интересно ваше творчество или то, что вы делаете. Это может означать приход, например, партнера какого-то нового в бизнес, или вам могут предложить совместную какой-то бизнес, или просто поддержка, если вы как творите что-то, да, меценатство карта, я не случайно сказала, значит, кто-то вас может поддержать. Так и в принципе вы сами себя можете, мои дорогие тельцы, поддержать, потому что есть перспективы по работе, именно финансы как будто в гору у нас идут. И нет проблем финансовых, не просто нет проблем, а именно есть какой-то рост. И нам еще одна карта говорит: деньги не тратим. Здесь у нас просто выпала 9, и по нумерологии впереди перемены. А по этой карте меценатства нам говорят:
Помни, рука дающего завтра будет рукой просящего. Поэтому с деньгами, несмотря на то, что с деньгами все хорошо, мы их считать должны. Буквально как-то так. Что в личной жизни? Любовь, мои дорогие, в личной жизни. В личной жизни полный порядок. И шестерка кубков у кого-то это могут быть или могли быть отношения на расстоянии. Значит, как-то вы либо можете съехаться, встретиться, или будете уже продумывать, когда, как и что. Или к вам может приехать далекий родственник. Кто-то, может быть, о себе может напомнить. Часто проходят по этой карте люди, которых мы давно не видели, не слышали. У кого-то в вашей семье, правда, кто-то может объявиться. Или о себе напомнить, может быть, телефонным звонком или сообщением. Но по этой карте искренние отношения, мои дорогие тельцы, идут. По сути дела, это карта искренней любви где-то, искренних отношений и взаимопонимания. А еще я должна сказать, 6 всегда это победа. Так вот здесь победа, личная жизнь и финансы. Вот два направления, точно как выходите вы из этой ретроградности, видимо, потихоньку, мои дорогие, и все у вас складывается в лучшую сторону. Только могу порадоваться. Давайте мы посмотрим. На колоде 78 дверей. Какие же двери будут передо мной открыты на сентябрь? Я так думаю, для большинства из вас вот эти карты, такие не самые веселые, вам просто говорят: не заглядывай в прошлое, не сковывай, не мешай себе какими-то неправильными мыслями. Может быть, вполне вероятно и так. А знаете, у кого-то из вас ведь это может быть не... Мы говорим, ведь это то, что нас ранило когда-то. И здесь вдруг вспомниться нам может. Или как я жил или жила прежде, или какая-то еще ваша история не самая веселая может о себе напомнить и периодически омрачать вам настроение. Вот такое у кого-то тоже может проиграться. Итак, какие двери будут открыты? Да тут буквально к вам кто-то спешит, или вы сами можете куда-то отправляться, и как будто вас уже встречают, вам рады. Какие-то подарки, возможности, приятная какая-то история, которая будет продолжаться, нам об этом говорят. По рыцарю Пентаклей это тот рыцарь, который, хоть он и едет медленно, но он самый надежный, когда он подмечает все то, что происходит вокруг, когда он умеет ценить то, что есть в нашем материальном мире, когда он хочет радовать человека, когда, в принципе, не только какие-то, как душевность, да, или какие-то наши планы, ну, такого высокого полета, а все-таки есть и вопросы по нашему благополучию, именно нашей какой-то земной реальной жизни. И нам карта показывает, что как раз к нам спешат с подарком, чтобы мы кому-то сами открыли двери. Ну, вот интересно, давайте еще одну достану. Какие же двери будут передо мной открыты? Туз кубков. Нам снова говорят: пентакли и кубки. Финансы и чувства. А по тузу кубков, ну, полный баланс, мои дорогие. Тут для вас, я бы сказала так, мои дорогие тельцы, правда, себе где-то не мешайте теми эмоциями, которые со знаком минус. У вас очень перспективный сентябрь. И самое, значит, время, как избавиться как того, что нас когда-то разочаровывало, так и поставить в какой-то прошлой истории точку. Это не значит, что мы должны где-то потерять бдительность. Все же нет. Где-то устроить себе, может быть, как паузу, отдых, вот воспользоваться, может быть, периодом, когда нам все карты говорят, не будет, знаете, какой-то скорости. Месяц сам для вас будет достаточно спокойным. Может быть, действительно совершить эту самую перезагрузку и уйти, посмотрите, в сторону счастья, мои дорогие. Поэтому в сентябре тут словно колесо истории разворачивает вас, дорогие тельцы, и направляет в сторону счастья. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.